Эта старая Библия, напечатанная в 1775 году, показывает нам, что мы раньше следовали календарю из 13 месяцев. Что еще более странно, так это то, что первым месяцем был март. Если вы пролистаете до конца, вы увидите 13 месяцев и посмотрите, воскресенье указано как первый день недели, понедельник – второй, а суббота или шаббат – седьмой. Есть ли что-то под поверхностью всего того, чему нас учили? Да, и именно это мы будем раскрывать сегодня. Когда мы обнаружили эту версию Библии, нам показалось, что мы наткнулись на недостающий кусок пазла, о котором ранее даже не подозревали. Размышляя об этом открытии, начали возникать новые вопросы. А что если праздники, которые мы отмечаем, те, в которые мы всегда верили, что они коренятся в древних традициях, на самом деле должны следовать совершенно другому ритму, диктуемому этим утерянным календарем, скрытым и забытым, возможно, на протяжении веков. Возьмите, к примеру, Рождество. Часто говорят, что оно является переосмыслением более старых языческих празднеств. Но если бы эта система соблюдалась, где бы были все нынешние праздники? Разве сохранили бы они ту же значимость? А что если значение, которое мы придаем этим дням, существует только потому, что оно вписывается в текущую версию времени? Если бы календарь был другим, совпадало ли Рождество или любой другой из наших праздников с зимним солнцестоянием или любыми из небесных событий, с которыми мы их ассоциируем? И если праздники подвержены влиянию, то что насчет повседневной жизни? Может ли эта забытая система времени содержать ключ к тому, что мы потеряли из виду, к чему-то более глубокому, более настроенному на циклы Земли и Вселенной? Казалось, что, снимая слои истории, мы могли бы открыть забытые отношения со временем, которые могли бы осветить более глубокое понимание нашего места во Вселенной. Может ли это переоткрытие быть ключом к восстановлению связи с более глубокими космическими циклами, которые управляют не только Землей, но и всем существованием? Идея была одновременно захватывающей и тревожной, и она оставила у нас неотъемлемое чувство, что под поверхностью скрыто гораздо больше, чем нам когда-либо преподавали. С астрологической точки зрения, связь между днями недели и небесными телами была краеугольным камнем многих древних систем, уходящих корнями в тысячелетия. Считалось, что каждый день управляется разной планетой или небесным существом, чья энергия влияет на человеческое поведение, судьбу и природный мир. Эта система составляет основу астрологии и была интегрирована во многие культуры задолго до того, как современный календарь принял свою форму. Но что если наш текущий календарь, наша семидневная неделя, не соответствует оригинальному космическому порядку? Что если связь между этими небесными телами и днями, которыми они управляют, была нарушена, и в результате мы больше не находимся в гармонии с космическим потоком? Давайте начнем с примера. Воскресенье. День Солнца. С астрологической точки зрения, Солнце управляет жизненной силой, идентичностью и самовыражением. Во многих древних культурах воскресенье было посвящено почитанию Солнца, жизненной силы, которая поддерживает все на Земле. Исторически этот день отмечался отдыхом, празднованием или ритуалами, которые почитали энергию Солнца. Однако с распространением христианства, особенно во времена правления императора Константина, церковь изменила акцент. Константин постановил, что воскресенье станет официальным днем поклонения, связав его с христианскими верованиями и символически соединив с воскресением Иисуса Христа, который часто ассоциируется со светом и спасением. Тем не менее, многие считают, что этот шаг не был чисто духовным. Это также было политическое решение, направленное на объединение империи путем смешивания языческого поклонения Солнцу с христианством. Если эти небесные тела действительно влияют на дни нашей недели, что происходит?
когда мы теряем с ними связь. Астрология учит, что планеты обладают уникальными энергиями, которые влияют на человеческую жизнь, и согласование наших действий с этими планетарными влияниями может привести к более гармоничному существованию. Но если наш календарь больше не отражает этот природный порядок, это может означать, что мы отключены от более глубокого ритма Вселенной, ритма, который направлял наших предков и формировал духовные практики целых цивилизаций в контексте Библии. Эту связь между небесными телами и днями также можно найти в Библии. Она говорит о циклах, сезонах и важности времени, как предопределено Богом. В книге Екклезиаста, главе 3, говорится: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Но если календарь, которому мы следуем, не соответствует истинным ритмам творения, как мы можем полностью жить в согласии с божественным временем? Теории о потерянном 13-месячном календаре Библии предполагают, что он был более согласован с небесными движениями и природными циклами. Эта версия времени могла позволить людям жить более гармонично с Землей и небесами. 13-месячный календарь также вызывает ассоциации с лунными циклами, которые часто связывают с духовным ростом, женской энергией и интуицией. Если бы мы смогли перенастроить наш календарь в соответствии с этими природными ритмами, как это предполагают некоторые древние традиции, могли бы мы восстановить утраченную связь с Божественным. Это поднимает фундаментальный вопрос: кто изменил структуру нашей недели, тем самым изменив ткань нашей жизни? Эта версия Библии подтверждает, что реальность не является жестко зафиксированной. Возьмем, к примеру, слияние языческих традиций с христианскими праздниками. Многие христиане по всему миру отмечают Рождество 25 декабря, совершенно не осознавая его многослойной истории. У нас Рождество принято отмечать в ночь с 6 на 7 января, что по старому юлианскому календарю соответствует 25 декабря. И его до сих пор придерживается в богослужении Русская Православная Церковь. В этот день завершается 40-дневный рождественский пост, и начинаются святки, которые продлятся до Крещения Господня. Интересно, что в большинстве стран праздник встречают с 24 на 25 декабря. В ранние века христианства эта дата была выбрана не потому, что она была исторически точной. Она была выбрана, потому что удобно совпадала с уже существующими языческими праздниками, такими как римская Сатурналия и германский Уль. Церковь стратегически поместила рождение Иисуса вокруг этих празднований, чтобы облегчить переход для новых обращенных. Однако, что касается даты рождения Христа, то какие же в нашем распоряжении имеются исторические факты для определения даты Рождества? Приходится признать, что фактов этих явно недостаточно для точного определения как дня и месяца, тогда же и года рождения Спасителя. Церковь, перенося праздник на 25 декабря, хотела создать противовес языческому культу Солнца и предохранить верующих от участия в нем. Представьте себе это смешение. История рождения света, надежды и спасения, наложенная на многовековые традиции празднования возвращения Солнца во время зимнего солнцестояния. Давайте задумаемся. Это не просто случайный выбор. Это намеренное формирование реальности. Шаг, который был менее связан с точностью и больше с созданием общей системы верований. Удивительно то, что реальность, как она понималась в прошлом, была подогнана под новый нарратив. Исходное значение зимнего солнцестояния трансформировалось в празднование рождения Христа, и вдруг все приняли это как истину. Но, как свидетельствуют исторические и библейские данные, Иисус, вероятно, не родился в декабре вообще. Библия не предлагает конкретной даты его рождения. Ученые указывают на подсказки, которые предполагают весеннее рождение, когда пастухи пасли свои стада в период ягнения,
вдали от холодов декабря. Этот выбор даты не был о точности, он был о символизме. Соединение рождения Христа с возрождением Солнца стало простым способом смешать традиции и ввести новые идеи в общество, которое привыкло отмечать что-то подобное. Это смешение праздников показывает, что то, что мы принимаем за реальность, может быть сформировано, изменено и переосмыслено. Оказывается, реальность более текуча, чем мы часто осознаем. Рассмотрим следующее. Происхождение рождественской елки, символа, который стал неотъемлемой частью праздничного сезона, изначально вовсе не входило в христианскую традицию. На самом деле древние языческие практики включали в себя срубание деревьев, украшение их шарами, символизирующими плодородие и обновление, и установку их как часть ритуалов почитания богов, таких как Таммуз и Нимрод. Эти практики, далеко не забытые, были адаптированы и переосмыслены через призму христианства, несмотря на библейские отрывки, которые явно предостерегают против таких обычаев. Это еще один случай, когда реальность была изогнута, чтобы приспособиться к новой системе верований, и общество следовало за этим, не задавая вопросов. Это значит, что многое из того, что мы принимаем как неизменное, праздники, которые мы отмечаем, структуры, которым мы следуем, не являются фиксированными. Они были сформированы веками человеческого намерения и адаптации. Если реальность может быть так изменена, то кто сможет отрицать, что она не продолжает формироваться прямо сейчас? Эта концепция выходит далеко за пределы религиозных традиций. Во многих отношениях социальные структуры, в которых мы живем сегодня, наше представление о успехе, наше понимание времени и даже наше представление о добре и зле – это конструкции. Они были построены со временем не обязательно на основе объективной истины, а скорее через консенсус тех, кто находится у власти, или тех, кто был до нас. Социальное кондиционирование играет огромную роль в формировании того, что мы считаем возможным. С момента нашего рождения нас учат соответствовать структурам вокруг нас. Мы отмечаем праздники, которые отмечали наши родители, следуем традициям, которые они соблюдали, и принимаем социальные нормы, которые они считали приемлемыми. Но что если мы на мгновение остановимся и зададим вопросы этим традициям и нормам? Что если вместо того, чтобы принимать их за чистую монету, мы начнем глубже исследовать их происхождение, их значение и то, как они возникли? Это откроет, что реальность не является фиксированной сущностью. Она податлива, адаптивна и открыта для переосмысления. Вот где мы начинаем видеть трещины в мире, которые мы считаем твердым. Если у нас есть сила изменять традиции, переопределять то, что нормально, тогда у нас также есть сила пересоздавать наши собственные реальности. Эта идея не просто философская, но и практическая. Каждый день мы участвуем в создании нашей реальности, осознаем это или нет. Наши убеждения, наши действия и наше коллективное согласие с тем, что реально формируют мир, в котором мы живем. Подумайте о календаре. Большинство из нас проходит через свои дни, не задаваясь вопросом, почему наш год разделен на 12 месяцев. Мы следуем григорианскому календарю, не задумываясь о других вариантах. Тем не менее, другие культуры и исторические периоды использовали совершенно разные системы. Древние египтяне, например, использовали 13-месячный календарь, который соответствовал лунному циклу. Библия сама упоминает о необычном 13-месячном году, начинающемся в марте. Эта структура, более близкая к естественным ритмам Луны, предполагает более подлинное соответствие небесному замыслу, что резко контрастирует с современным календарем, которому мы все были приучены следовать.
древнерусский календарь представлял собой уникальную систему, основанную на сочетании лунных и солнечных циклов. Он начинался с лунных месяцев, каждый из которых начинался с новолуния и длился примерно 29,5 дней. Это приводило к тому, что в год входило около 12 лунных месяцев, что в среднем составляло около 354 дней. Чтобы синхронизировать лунные месяцы с солнечным годом, который составляет примерно 365,25 дня, в календарь добавлялись дополнительные дни или месяцы. В некоторых системах использовался дополнительный месяц, чтобы компенсировать разницу между лунным и солнечным календарями. Год делился на 12 месяцев, каждый из которых имел свое название и был связан с природными циклами, сельскохозяйственными работами и праздниками. Месяцы могли варьироваться по количеству дней, что позволяло лучше соответствовать лунному циклу. Многие праздники и обряды были привязаны к лунному календарю, например, празднование весеннего равноденствия или зимнего солнцестояния, отражая важные моменты в жизни общества, такие как начало посевной или жатвы. В XVII веке, с реформой, проведенной патриархом Никоном, Россия перешла на григорианский календарь, что привело к изменению летоисчисления. Тем не менее, многие традиции и обычаи, связанные с древнерусским календарем, продолжали сохраняться в народной культуре. Таким образом, древнерусский календарь представляет собой интересное сочетание астрономических наблюдений и культурных традиций, отражая глубокую связь людей с природой и их образ жизни. Также древнерусский календарь имел уникальные особенности, одной из которых было то, что год начинался с марта. Это отличало его от современного григорианского календаря, который начинается с января. Март символизировал пробуждение природы и начало весны, что было связано с началом сельскохозяйственных работ, когда люди готовились к посевной. Выбор марта как первого месяца года олицетворял новое начало, обновление и возрождение, что делало его логичным выбором для начала Нового года. Переход от зимы к весне был важным этапом в жизни людей. И в марте проводились различные праздники и обряды, отмечавшие окончание зимы и радость наступления теплых дней. Тот факт, что разные культуры в разные времена следовали разным календарям, показывает, что даже время, самое жесткое из понятий, не так фиксировано, как мы могли бы думать. Это еще один слой реальности, который был сформирован, манипулирован и переопределен с течением веков. Текущий календарь, который мы используем сегодня, был выбран не потому, что он изначально правильный. Он был выбран потому, что соответствовал потребностям времени. Это тоже форма социального кондиционирования, тонкий способ, которым реальность формируется человеческим намерением. Если время может быть изменено, то что еще в нашей жизни подвержено изменениям? Правда в том, что почти все. Наши убеждения о том, что возможно, что истинно и что реально, все влияет на окружающий нас мир. И если у нас есть сила формировать эти убеждения, то у нас также есть сила пересоздавать реальность, которую мы испытываем. Эти изменения не сразу ясны. Это могло быть постепенное изменение, вызванное влиянием религиозных и светских властей на протяжении тысячелетий, или, возможно, это был преднамеренный шаг, чтобы дистанцироваться от древних традиций. В любом случае, понимание происхождения этого сдвига может пролить свет на то, насколько глубоко он повлиял на наши отношения со временем и космосом. Это изменило наше определение истины. Но что такое истина? Это истина, которая ставит под сомнение саму природу нашей реальности. Истина, которая вызывает вопросы о мире, в котором мы живем, о истории, которую нам преподавали, и даже о духовных убеждениях, которые мы ценим и придерживаемся. Чтобы понять это, мы сначала должны взглянуть на природу самой реальности.
Философ Платон однажды описал этот мир как тень, простое отражение более глубокого, истинного мира, скрытого от наших чувств. И это не просто древняя философия. Это перекликается с духовными учениями разных культур и эпох. Библия тоже говорит о завесе, о слоях иллюзий, которые отделяют нас от божественного, от истинной истины. Может ли быть так, что реальность, которую мы испытываем каждый день, не более чем тщательно сконструированная ложь? По мере изучения этой версии Библии становится очевидным, что мир, в котором мы живем, гораздо более сложен и контролируем, чем нам было сказано. Это похоже на то, что человечество блуждает во сне, не осознавая, что то, что мы считаем реальностью, на самом деле является иллюзией, своего рода матрицей, созданной для того, чтобы держать нас в неведении о нашей истинной силе. Сообщения в этой Библии, похоже, указывают на великий обман, который существует веками, манипулируя нашими восприятиями и формируя окружающий нас мир. Но кто стоит за этим обманом и почему? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны заглянуть глубже в историю, за пределы простых рассказов, которые нам рассказывали. Это не просто вопрос о правительствах или религиозных институтах, хотя они, безусловно, сыграли свои роли. Нет, этот обман гораздо глубже, старше и более коварен. Он простирается назад во времени к самым истокам человеческой цивилизации и коренится в контроле знаний. Знание, в конце концов, является силой, и величайшее знание, то, которое действительно освобождает людей, всегда было скрыто от общественности, охраняемое тайными обществами, религиозными орденами и могущественными элитами. Этот контроль над знаниями очевиден в самом способе, которым Библия использовалась на протяжении истории. Хотя многие люди видят в ней священный текст, наполненный божественной мудростью, она также была инструментом контроля на протяжении веков. Определенные переводы и интерпретации были выдвинуты на передний план, в то время как другие, те, которые могли бы дать силу индивидууму, были похоронены или искажены. Одним из самых поразительных аспектов этой Библии является ее акцент на свободе воли и личной силе. На ее страницах, в отрывках, которые были неверно переведены или неправильно поняты на протяжении поколений, есть намеки на то, что человечество обладает гораздо большей силой, чем нам было сказано. Согласно этим древним сообщениям, божественное не является чем-то далеким и отдельным, а чем-то, присущим каждому из нас. Истинная правда, которая была скрыта от нас, заключается в том, что мы являемся сотворцами нашей реальности. Вселенная отвечает на наши мысли, наши убеждения и наши намерения такими способами, которые мы только сейчас начинаем понимать. Подумайте, если вы верите, что бессильны, вы ведете себя как бессильный. Если вы считаете, что мир — это фиксированное, неизменное место, вы перестаете пытаться его изменить. Это ложь, в которой мы живем на протяжении веков, вера в то, что мы находимся во власти сил, которые вне нашего контроля, будь то правительство, боги или сама судьба. Но эта Библия с ее скрытыми посланиями и древней мудростью открывает другую историю. Она говорит нам, что сила всегда была внутри нас. Проблема в том, что большинство из нас не знают, как ее использовать. Библия всегда рассматривалась как руководство по духовной истине. Но что, если настоящая истина была скрыта? Она как бы и сокрыта, и на виду. Ложь, в которой мы живем, это вера в нашу собственную малость, в наше отсутствие силы. Однако истина заключается в том, что мы гораздо более могущественны, чем нам когда-либо говорили, и пришло время вспомнить об этом. Вот некоторые выводы, которые мы можем сделать. Например, что происходит, когда человек молится? Когда человек молится, происходит несколько важных процессов. Во-первых,
Молитва – это один из способов установить связь с определенными частотами, что позволяет войти в состояние, схожее с медитацией. Это помогает немного успокоить наше левое полушарие мозга, которое постоянно контролирует и анализирует. Важно помнить, что, обращаясь к Богу, Вселенной или любым другим сущностям, мы на самом деле обращаемся к себе. В процессе молитвы мы настраиваемся на определенные возможности, фокусируем свое намерение, что может изменить как наше внутреннее состояние, так и окружающую реальность. Главный секрет в том, что, прося что-то у Бога, Вселенной, поля и любой другой сущности, вы на самом деле просите это у себя. Для эффективной молитвы необходимо находиться в состоянии согласия и любви. Если же мы испытываем чувство жертвы, наши просьбы не будут услышаны. Создателю, к которому мы обращаемся с просьбами и попытками угодить, ничего не нужно от нас. Мы сами нуждаемся в Его любви. И самое важное, что Он предлагает, это любовь, которая доступна всем, без исключения, и не требует никаких условий. Если мы способны почувствовать и принять эту любовь, мы можем ее излучать, освещая свою жизнь и жизни окружающих. Если вы начнете таким образом снимать слои, вы начнете осознавать, что многое из того, что мы принимаем за норму, является продуктом решений, принятых людьми, которые жили сотни или тысячи лет назад. Эти решения часто были подвержены влиянию политических, религиозных и культурных сил, стремившихся контролировать массы, а не наделять индивидуумов силой. Этот путь нелегок. Он требует от нас глубокого переосмысления устоявшихся убеждений и выхода за рамки системы, которая сформировала нашу жизнь. Потому что, освободившись от социального кондиционирования, мы открываем себя для более глубокого соединения со Вселенной. Соединение, которое предлагает чувство мира, цели и согласованности, часто отсутствующего в современной жизни. Несмотря на то, что некоторые истины могли оставаться в тени, умышленно или нет, мы должны помнить, что внутри каждого из нас скрыта божественная сила. Эта сила готова к действию, даже если мы не всегда осознаем ее потенциал. Мы все творцы своей реальности, и именно от нас зависит, как мы используем эту силу. Не позволяйте внешним обстоятельствам или внутренним сомнениям затмить ваше истинное предназначение. Откройте свое сердце, примите любовь и позвольте себе стать архитектором своей жизни. Ваша реальность – это отражение ваших мыслей и намерений. Давайте вместе пробуждать эту силу, создавать свет и наполнять мир вокруг нас позитивом и любовью. Помните, вы способны на большее, чем думаете. Ваша божественная сила ждет, чтобы вы ее раскрыли.